Друзья, всем привет, с вами канал StableDiv. Сегодня мы поговорим про новую модель для генерации видео One-to-All Animation. Эта модель генерирует видео на основе референсного изображения и референсного видео. С видео берется карта поз, и ваш персонаж с референсного изображения повторяет все те действия, которые на этом видео были изображены. Эта модель работает как OneAnimate, но значительно лучше. Также длина этого видео может быть достаточно большой, и она сильно не портится от итерации к итерации. Примерно на секунде 15 вы уже начнете замечать, что детализация все-таки начинает теряться. Давайте перейдем на страничку разработчика. Здесь есть информация об этой модели, вы можете сами ее почитать. И также здесь есть вот такие вот примеры, вот референсное изображение и вот такие вот видео в итоге получаются. Персонаж отлично переносится, одежда практически в точности. В общем-то, вот такие примеры. В самом начале вы видели тоже примеры, я их вам приложу на Boosty. Вы их сможете закинуть в Conf.ui и прям конкретный рабочий процесс посмотреть. Для работы вам понадобится вот такая вот модель на 18,8 гигабайта. Это модель One-to-All Animation FP8 формата. FP16 будет достаточно тяжелая модель. Она тоже существует, но большинству из вас подойдет вот именно вот эта модель. 14 дней назад она вышла. И также вышли дополнительные узлы для поддержки вот этой вот модели из-за набора One-to-Wrapper от Kijai. Подробную информацию обо всех моделях, которые здесь используются, я вам приложу на Boosty. Также там будут альтернативные ссылки, если у кого не работает Hugging Face. Их тоже можно будет скачать и поместить в необходимые папки. Но сейчас мы разберемся, какие в принципе здесь модели есть. Одну из этих моделей, основную, я вам показал. Это главная генеративная модель. Остальные модели уже вспомогательные. Вот такую схему вы сможете найти на Boosty, закинуть ее в рабочее пространство. Если у вас какие-то узлы будут не установлены, то нажимаем Manager, нажимаем Install Missing Custom Nodes и устанавливаем все необходимые узлы. Выбрав вот эту вот галочку, соответственно, выбираем все узлы, у вас появится черная кнопка Install, ее нажимаем. Дожидаемся, пока все эти узлы скачаются. После этого у вас появится красная кнопка Restart, ее нажимаем, Conf.ui перезагружается, все необходимые узлы устанавливаются, зависимости устанавливаются, и после этого у вас уже все узлы должны быть вот такого нормального цвета. Давайте я вас теперь познакомлю с этой схемой и покажу настройки, которые здесь есть, которые действительно необходимы для того, чтобы добиться хорошего результата. Первое, что здесь есть, это группа, конечно же, загрузки моделей. Здесь используется модель, как я вам говорил, One-to-All Animation. Вот такая вот модель, если она загружается. Также обратите внимание, что здесь есть Attention Mode. Мы здесь можем выбрать как Sage Attention, также и SDPA. Смотрите, если у вас не стоит Triton, не стоит Sage Attention, то оставляйте SDPA. По умолчанию будет здесь SDPA выбран. Если у вас установлен Sage Attention, то выбирайте вот этот Sage Attention. Генерация будет значительно быстрее. Также, если у вас стоит старый Conf.ui, то присмотритесь вот к этой вот сборке на Torch 2.9 и CUDA 13. Эта версия будет тоже работать примерно на 15-20% быстрее, чем на старом Torch там 2.8, 2.7. Поэтому есть смысл эту сборку поставить, чтобы генерацию еще немножко ускорить. Давайте теперь посмотрим дальше. Здесь используется вот такая вот языковая модель, клип-модель Unity 5, обязательно Eng. Если у вас модель без Eng, то она работать не будет. One 2.1 VAI выбираем. И также здесь нам нужно будет еще выбрать вот такую вот лора для ускорения генерации. Это дистиллированная лора, которая позволяет генерировать буквально за 4 шага на CFG равном единице. Соответственно, генерация будет значительно быстрее, чем без вот такой вот лоры. По качеству генерация вполне хорошая получается. Но это еще не все. Здесь вы можете выбрать выгрузку блоков модели в оперативную память. Вот здесь вот это выбирается. У меня выгружено сейчас 4 блока, но можно выгружать до 40 блоков. Опять же, оперативной памяти понадобится много, чтобы вот такой вот объем данных выгрузить в оперативную память. Но если у вас не хватает оперативной памяти, вы всегда можете расширить файл подкачки. Если у вас есть быстрый SSD-диск, то файл подкачки размещайте на быстром SSD-диске. Это будет быстрее, чем на медленном жестком диске. А также желательно, конечно же, иметь большой объем оперативной памяти вообще для работы вот с современными моделями видеогенерации. Далее давайте перейдем к блоку загрузки видео и референсного изображения. Здесь мы нажимаем и выбираем то видео, которое мы хотим загрузить в качестве референса. Несколько референсов я вам приложу на Boosty, чтобы вы могли там потренироваться и не тратить время на поиски. Но это еще не все, этот узел многофункционален. Здесь мы можем выбрать подрезку сначала этого видео, то есть мы можем отрезать, например, первые там 50 кадров. Если они нас не устраивают, смотрите, первый кадр у вас обязательно должен начинаться с того, что персонаж смотрит в лицо, как бы, чтобы он не задом был повернут, не вниз голову опустил, а именно смотрел в камеру, чтобы его лицо было четко видно. Это позволит потом переносить более точно
лиц с изображения, ну и в принципе персонажа в целом. Поэтому выбираем первый кадр правильно, чтобы ваш персонаж был целиком виден. А здесь мы выставляем общую продолжительность кадров. 243 кадра вот у меня в данном случае выставлено. И FPS 24 кадра. Смотрите, вы можете выбрать и 16 кадров в секунду, но если движения вот такие вот активные, то 16 кадров может быть недостаточно. У вас могут быть просто лаги, скажем, при переносе позы. У вас, скажем, поза может настолько сильно меняться, что генерация будет просто лагать. Поэтому здесь я вот выставил 24 кадра в секунду. Это, конечно же, неэффективно с точки зрения генерации. Если вы можете поставить 16 кадров в секунду, это будет гораздо эффективнее. Но если движения вот такие вот быстрые, то 24 кадра – это вот здесь то, что нужно. Возможно, даже еще можно даже побольше поставить, чтобы движения были более плавными и лагов было еще меньше. Это у нас апскейлер, здесь мы будем ниже задавать конечное разрешение видео, и здесь все это на автомате будет проставляться. Ниже мы выбираем изображение, с которым будем переносить персонажа. В данном случае это у нас вот такой вот человекоподобный какой-то персонаж. В общем-то, любых человекоподобных персонажей можем переносить. Человек, естественно, будет тоже переноситься без проблем. Это у нас апскейлер. Он будет также работать, как и с видео, на автомате. Разрешение мы будем выставлять вот в этом вот узле, который называется Resolution Master. А здесь мы выставляем разрешения такие, как мы хотим. То есть вот можно прям вот так вот выставлять. Можно взять разрешение, точнее пропорция с нашего входного изображения. Это не особо эффективно. Главное, чтобы у вас, в принципе, прямоугольник вот так попадал в персонажа. Это даже будет более качественно. Но тем не менее, вы можете взять пропорцию вот с этого входного изображения, нажав вот сюда вот Auto Detect. Нажимаем вот сюда, вот получаем пропорцию изображения. После этого отключаем эту галочку, чтобы потом уже ничего не сбивалось. Можно нажать вот сюда, вот 0,6 мегапикселей, и мы приводим эти пропорции к 0,6 мегапикселям. Потом не забывайте нажать Snap, чтобы привязать это разрешение к 16 пикселям по горизонтали и по вертикали, иначе это работать все не будет. Но более правильным решением здесь будет, в принципе, вручную выставить правильные пропорции, чтобы примерно попасть вот в этот вот прямоугольник персонажа. Но опять же, как вы хотите, да, если вы хотите какой-то фон, чтобы был слева, справа, да, побольше, то можете, в принципе, его так оставить, либо там, наоборот, как-то расширить это изображение. Вот, но лучше вот подогнать, скажем, пропорции вот таким вот образом. Примерно 768 на 1024 в данном случае будет нормально работать. То есть какой-то вот такой вот прямоугольник, и у нас целиком персонаж в него поместится. Если вы хотите, чтобы поместилась какая-то часть, там, скажем, вот так по пояс, то можете поставить и по высоте его поменьше. То есть это вот такой вот уже творческий процесс. Здесь вы подбираете пропорции такие, которые вам подойдут. Также вот здесь вы сможете уже посмотреть, как у вас там скелет получается, да, когда вы нажмете Run, у вас здесь просчитается, вы уже увидите, то есть вот примерно вот такое вот изображение у вас будет получаться, вот такой вот скелет и вот такая вот анимация. Если что-то не так, что-то вам не нравится, просто нажимаете стоп, корректируйте вот эти вот разрешения, вот эти пропорции и заново нажимаете Run, чтобы получить именно то положение скелета, которое вам реально нужно. Теперь давайте вернемся обратно к этим вот параметрам и сейчас все оставшиеся параметры здесь разберем. Смотрите, вот здесь у нас создается количество кадров в одной генерации. 81 кадр это максимум, можно сдавать меньше, но только не больше. Если будете сдавать больше, то может качество видео ухудшаться. Смотрите, 81 кадр это не все. Мы можем такие генерации делать множество. И у нас будет перехлест между этими генерациями в 4 кадра. Если хотите больше, можете задать больше, там 5-6 кадров. Это будет пересечение вот этих вот видеогенераций, то и не будете замечать разницу при переходе. Смотрите, какое у нас количество вообще таких генераций. То есть у нас есть цикл, там дальше мы сейчас рассмотрим. И какое количество таких генераций будет у нас рассчитываться вот в этом вот узле. Это на автомате все происходит. Берется значение из вот этого вот узла загрузки видео, который мы здесь задавали, 843 кадра, да, мы здесь задали, но по факту это 231 кадр. Обязательно обращайте внимание на вот это число. Если у вас кадров недостаточно, то здесь показывается действительное число, которое у вас будет. В итоге в переменную подставляется вот это вот общее количество кадров, оно делится на количество кадров в одной генерации, у нас на выходе получается 1,84. По факту у нас будет еще одна дополнительная генерация. Вот эти вот нецелые числа здесь не учитываются. Вы можете подобрать значение таким образом, чтобы здесь получилось
например, цифра 2. Если возможно здесь выставить больше кадров, но в данном случае нельзя, у нас видео само по себе короткое, 231 кадр, а нам нужно получить, значит, получается 81 умноженное на 3, это 243 кадра нам нужно. Но 243 кадра мы не можем поставить, так как видео короткое, да, поэтому мы можем просто сварьировать вот этим вот значением общее количество кадров. Вот здесь мы можем подсказку, да, посмотреть, чтобы туда постоянно не бегать, не лазить. То есть 230 кадров у нас есть, и мы берем 230 кадров, делим на 3, например, и получаем 76 кадров примерно. Смотрите, мы здесь можем поставить 76 кадров, если мы сейчас нажмем вот здесь просчитать, то мы посмотрим, и у нас получилось уже 2. 2 означает, что у нас еще 2 дополнительные генерации. То есть всего у нас 3 генерации по 76 кадров. В общей сложности у нас получится 230 кадров. Перехлест между кадрами будет 4 кадра. Соответственно, минус 8 кадров. Получится 222 кадра общая длина видео. А FPS 24 кадра в секунду. Да, это мы вот здесь создаем. Мы можем посчитать продолжительность этого видео. Это 222 деленное на 24. У нас получается 9 секунд там с чем-то. То есть вот такой длины у нас видео в итоге получится. Если у вас входной этот датсет более длинный, вы можете, естественно, более длинное видео сгенерировать. И последний узел здесь это планировщик. Здесь мы можем выбрать различные планировщики. Смотрите, я здесь протестировал некоторые планировщики. Вот мне понравился такой более фотореалистичный, более динамичный, скажем, планировщик FlowMatch Chaos Vid. Также неплохо работает вот такой вот планировщик DPM++ SDE Beta. Но он выдает такое немножко вылизанное изображение. Оно более аккуратное, такое менее динамичное, но в итоге получается немножко посложнее. Может попробовать такой вариант и вот такой. Также другие может тоже вариант попробовать. Можете Эйлер просто поставить, тоже достаточно динамично. Но мне кажется, видео все-таки Эйлер выдает менее слаженные, чем вот такой вот планировщик FlowMatch Chaos Vid. По умолчанию будет он стоять. Здесь вы можете посмотреть карту Sigma, как у нас по факту происходит расшумление. А здесь у нас есть Shift, смещение этого расшумления влево, либо вправо. Слева у нас high noise, справа у нас low noise. А high noise это высокий шум, то есть первые этапы расшумления изображения. То есть здесь у нас формируется композиция основная, стиль и также динамика в сцене. А справа у нас уже формируется больше мелкой детализации, текстура. В общем-то, чем у вас больше шагов происходит на левой части, тем у вас больше идет акцент на построение самой сцены. Чем у вас больше шагов идет на правую вот эту часть, тем больше идет акцент на текстурирование. Все-таки для видео более актуально это именно создание сцены, чем текстурирование. Но, по сути дела, и то важно, поэтому здесь какой-то компромисс в любом случае нужен. А вот этот вот график будет зависеть от того, какой вы планировщик здесь выберете и какой shift вы здесь поставите. 7 – это такая золотая середина. Также имеет значение количество шагов. По горизонтали у нас количество шагов именно сдается 6 шагов. Вот 6 точек, 6 шагов. Вы можете поставить больше шагов. Естественно, видео будет более аккуратное. Но если вы будете ставить достаточно большое количество шагов, то разницу вы особо не заметите, а время генерации будет просто большое. Почему так происходит? Потому что мы используем дистиллированную лору. Вот здесь у нас в загрузке есть дистиллированная лора, которая в принципе работает уже на 4 шагах, но нормальный результат получается примерно на 6 шагах. Давайте теперь перейдем влево. Смотрите, здесь у нас есть группа написания подсказки. Мы можем выбрать два варианта подсказки. Это вот такая вот ручная подсказка. Просто сами вручную описывайте то, что у вас есть на вот этом вот референсном изображении. И также не забывайте описывать динамику в сцене. То есть там, например, персонаж танцует, либо он там, может быть, говорит. Это тоже важно, потому что модель на это обращает внимание. Но также у нас есть еще вот такая автоматическая подсказка. Здесь у нас используется Qwen VL узлы. Здесь у нас есть большой набор моделей. Смотрите, модели есть и 2B, а также есть даже и 32B. А здесь модели либо FP8, либо FP16, если они без пометок. Это не GGU формат модели, здесь они достаточно большие и емкие. Поэтому оптимально здесь поставить FP8 модель, она будет значительно меньше, в 2 раза меньше, чем FP16 модель. Но FP16 вот такая модель, она может работать с Flash Attention. Flash Attention, естественно, нужно будет еще поставить. VHL файл нужен специально на Boosty. Я постараюсь приложить вам инструкцию, как его поставить, и сам VHL файл для своей сборки на Torch 2.9 я вам тоже постараюсь приложить. Но я сам пользуюсь здесь вот такой вот моделью FP8. Она все-таки меньше, значительно быстрее загружается. По скорости, из-за того, что она, по сути дела, меньше, она работает не медленнее, чем Flash Attention, да, то есть SDPA здесь работает так же быстро, как и
обычная модель FP16 вот такая вот. Здесь у нас есть вот такие пресеты, видео summary здесь подходит вполне, но основное здесь у нас используется вот такая вот подсказка. Это системный промпт для описания изображения и видео. А вот на вход у нас подается и изображение референсное, и референсное видео, то есть и то, и другое. И у нас делается такой симбиоз подсказки для видео. Здесь вы можете сами прочитать, что здесь написано. Если вас здесь что-то как бы не устраивает, хотите поправить, вы можете всегда здесь дописать. Сама вот эта модель, она скачается у вас на автомате, но я знаю, что не у всех работает Hugging Face, и у вас может на автомате с Hugging Face она не скачаться. Я вам приложу просто путь, куда нужно поместить эту модель. Постараюсь вам альтернативную вот такую модель с альтернативного ресурса, ссылку на нее тоже приложить. Но если не хотите заморачиваться с QNVL, вы здесь можете всегда переключиться на ручную подсказку, и здесь уже вручную просто это все написать. Я использую автоматическую подсказку. На выходе у меня получается что-то вот такое, достаточно широкая подсказка. Смотрите, имеет значение ваша подсказка. Вы описываете персонажа, ну, как вы это можете, да, в цветах, в стиле. И если там есть какие-то определенные там макияжи, скажем, цвет глаз там и так далее, цвет волос, вы это можете тоже прописать. Это тоже поможет перенести персонажа более точно. Также давайте вернемся вот сюда, вот, где мы загружали видео входное. Я забыл сказать, что есть вот такой вот узел. Он нужен для того, чтобы ваше видео входное подрезать, чтобы вы не пользовались какими-то там дополнительными редакторами, там отрезали, там где-то подрезали, потом сюда закидывали, это просто не очень удобно. Здесь вы можете выбрать вот в этом вот узле, сколько вы хотите подрезать в процентном соотношении, либо в пиксельном расчете слева, справа, сверху и снизу. В данном случае я здесь имею вот такое вот видео, здесь очень много фона сверху, много фона снизу, и также справа немножко вот персонаж смещен немножко влево, поэтому я здесь подрезаю сверху 10%, снизу 10%, и справа также подрезаю 5%, по-моему, вот так, да. В итоге у меня получается персонаж более крупный здесь, чтобы не было ничего лишнего. Здесь, кстати, не обязательно всегда прям вот подгонять именно в максимальную крупность вот такую. Вы можете подогнать таким образом, чтобы вот это видео, ну, максимально, скажем, соответствовало тому, что у вас есть на вот этом вот референсном изображении. С учетом вашего разрешения еще вот этого, да, то есть правильнее смотреть будет вот здесь вот эти вот варианты. Так, и еще давайте немножко поговорим про OpenPose, вот эту вот группу. А здесь используются специальные узлы One to All, они так и называются, специально сделаны под эту модель. Здесь загружаются вот такие вот модели. И здесь мы можем выбрать, что мы будем переносить на карту POS. Смотрите, здесь есть подгонка вашего вот этого входного видео, точнее позы с этого входного видео под ваш референс, который вы сюда загрузили. А в этом случае выбирается Align, то есть выровнять по референсу. Соответственно, видео вот это выравнивается по вот этому референсу. Но можно выбрать и наоборот. Вы можете выровнять наоборот ваш референс по вот этому видео, точнее по позе с этого видео. Тоже работает, но вот если вы хотите перенести персонажа более точно, то нужно выбирать именно вот такой вариант реф здесь. Если выбираете позу, то у вас получится какой-то немножко другой персонаж. В некоторых случаях очень похожий, там одежда один в один, но лицо, например, может быть другое. Опять же, если вам не критично, да, перенос там вот конкретного лица или, скажем, персонажа, прям, чтобы он прям в точности перенесся, вы можете выбрать поз. В этом случае, как правило, генерация получается немножко получше, меньше вероятность, что, скажем, руки, которые у вас не поместились где-то там в кадр, не согласованно получились по референсному изображению, вот здесь у вас может быть так, что руки будут просто какие-то бесконечно длинные там. Если они где-то подрезаются, то очень часто такое бывает. Но опять же, вы можете всегда вот здесь сварьировать вот этими вот подрезками и пропорциями итогового видео, которое вы здесь задаете. Вот, но вариант вот такой вот выбрать по позе тоже можно, можете просто поэкспериментировать, попробовать. А просто сразу говорю, что по референсу получается более точно, то есть персонаж будет сохраняться более точно. Далее здесь можем выбрать перенос карты лица. Это вот эти вот точки беленькие, которые вы здесь видите. Смотрите, если вы выбираете Full, то у вас эмоциональность, скажем, переносится с референсного видео более точно, и видео получается такое более естественные эмоции. Если вы здесь выбираете VIC, то вот эти вот точки становятся в 2 раза прозрачнее, скажем, они
менее выраженной, и эмоциональности будет меньше, она тоже будет присутствовать, но ее будет значительно меньше. А само видео получается немножко подинамичнее, по раскрепощеннее, но вот эмоциональности у персонажа будет меньше. Опять же, можете попробовать и такой вариант, но, возможно, вам он тоже подойдет. В некоторых случаях, может быть, генерации будут поживее немножко, но вот эмоции будут переноситься хуже. Но если вы будете переносить не танец, а говорящего персонажа, то здесь выбирайте full, чтобы у вас речь была согласована с аудио, который произносит персонаж на видео. Ну, теперь давайте перейдем к первой генерации. Сюда мы подаем карту POS, вот это вот то, что мы здесь видим. Передается это все вот в такой вот узел. Здесь у нас также передается вот эта вот поза, которую мы здесь видим, то есть вот эту вот позу нашего референсного изображения. И здесь это все кодируется, задается вес этим данным и передается в сэмплер для генерации. Также здесь у нас передается модель и передается подсказка в виде text embeds. В принципе, все. Здесь у нас идет генерация. Все настройки, вот эти вот steps, оно здесь не имеет силы. Дело в том, что мы задаем количество шагов вот здесь вот, 6 шагов, и планировщик тоже задается здесь. Поэтому часть параметров здесь в этом сэмплере, они не имеют, в принципе, никакой силы. Так, сейчас я запустил генерацию. В итоге получается вот такое у нас потребление видеопамяти 25-26 гигабайт. Это без выгрузки блоков модели. Смотрите, у меня выгружено всего лишь 4 блока из 40 возможных. Вы можете выгрузить, конечно же, намного больше блоков. У вас тогда видеопамяти должно, по идее, хватить. Но оперативной памяти должно быть все-таки около 64 гигабайт для работы с такими вот моделями. Если у вас не хватает видеопамяти, обязательно увеличьте файл подкачки. Далее, смотрите, вся вот эта секвенция, которую мы здесь сгенерировали, она идет в следующую вот такую вот группу, это N-сэмплер. Здесь у нас идет это все с циклом, то есть вот такой вот узел используется для зацикливания. Количество циклов мы рассчитали, и оттуда это все вот берется. И здесь у нас будет столько циклов вот в этой вот группе, сколько понадобится. То есть, если здесь будет 10 циклов, значит будет 10 циклов, и потом получится вот такое прям совсем длинное видео. От цикла к циклу все равно есть небольшая потеря в качестве. Она не сильная, но она все-таки заметна через, скажем, 3 цикла, там 4 цикла вы уже станете замечать, что видео становится более такое выглаженное, меньше шероховатости, меньше мелких деталей становится. Смотрите, первый цикл у нас сейчас прошел, сейчас идет второй цикл, и сейчас уже второе видео будет генерироваться. Вот вторая генерация, и после нее уже видео у нас генерация закончится, потому что у нас 2 дополнительных цикла, и потом все это запишется вот в такую вот группу. Здесь мы увидим то, что у нас получилось после генерации видео, и дальше мы сейчас уже посмотрим. Так у нас закончилась вторая генерация в этом цикле, и вот конечное видео мы видим сейчас вот здесь вот. Вот такое вот у нас видео получилось. Далее у нас, смотрите, здесь есть еще 2 апскейлера. Первый апскейлер — это SID VR2. Если вы с ним не знакомы, вы можете перейти на мой YouTube канал, либо на Rutube канал, где вам это удобно смотреть. Здесь есть вот такое вот видео. Там есть как раз-таки схема для видео апскейла. По сути дела, та же самая схема. Но в том видео я подробно уже все это рассказал, поэтому сейчас повторяться здесь не буду. Мне больше нравится вот этот апскейлер, он реализован в одном вот таком вот узле, это Flash VSR апскейлер. Работает по скорости он примерно так же, как и SID VR, может быть немножко побыстрее, но выдает двукратный апскейл, то есть в данном случае у нас там 1024 на 768, то есть это будет двойное разрешение, и качество действительно будет прям классное, такое детальное. Но вот в мелких деталях это апскейлер все-таки подводит. Если у вас, скажем, глаза были какие-то поломные на видео, то он их ни в коем случае не восстановит и оставит их такими же, только еще продетализирует, и вот эти косяки с глазами, они будут еще более явно выражены. В данном случае оно вполне хорошее видео. Здесь вот этот апскейлер вполне подойдет. Но если у вас видео вышло все-таки поломанное, вы не хотите его перегенерировать, вы можете его проапскейлить, восстановить, скажем, детали. Можете воспользоваться вот таким вот апскейлером. Вот такое вот видео у меня выходило, One 2.2. Видео апскейлер вполне подходит для восстановления именно видео. Вот, например, вот такое вот восстановление я делал. Смотрите, здесь есть некоторые настройки. Вам буквально нужно знать 2 вот этих вот настройки. Это стартовый шаг и всего количество шагов. В данном случае мы делаем апскейл на 2 шагах, то есть на 9 и 10 шаге. Если вы будете ставить больше шагов, то это, во-первых, будет немножко подольше, и у вас будет больше изменений. То есть видео будет очень сильно меняться. А за 2 шага вот этих последних изменений несущественное, то есть ваш персонаж остается похожим сам на себя, но косяки, которые есть там с мелкими деталями, они исправляются.
Этот же апскейлер, он просто выдает большую детализацию, но косяки исправлять он не будет. В принципе, в большинстве случаев его достаточно, потому что видео не особо поломные получаются после этой модели, вполне неплохие, то есть им действительно можно апскейлить. Мне он нравится больше, чем CDVR2 вот для апскейла этих видео. Но можете попробовать и тот, и другой апскейлер. А дальше у нас идет интерполяция. Опять же, вы ее можете отключить, как и апскейлер можете это отключить, оставить наоборот только интерполяцию. Интерполяция – это добавление дополнительных кадров. Смотрите, если у вас, например, 24 кадра в секунду, вы можете поставить здесь 2, и у вас будет 48 кадров в секунду. Если у вас 16 кадров, то будет 32. Можете поставить 3 дополнительных кадра, то есть в зависимости от того, сколько вам нужно плавности в этом видео. И вот конечное видео уже после прогона через апскейлер, после прогона через интерполятор получается вот таким вот. Это очень высокое по детализации видео, и оно сделано вот на моем железе, на моем компьютере, не с каким-то там облачным сервисом. Друзья, еще я делал эксперименты, и у меня получилось вот такое вот прикольное видео. Дело в том, что, ну, это, в принципе, косяк был в том, что у меня не сопоставимо было исходное видео, там, где танцевала женщина, и исходное изображение, оно было вот такое вот крупное. Я просто решил попробовать, и в итоге получилось вот так вот прикольно. То есть можно какие-то клипы такие делать. Я вам сейчас покажу, как это выглядит, в принципе, в схеме. И опять же, вот эту схему я вам тоже приложу, вы сможете просто закинуть себе в Conf.ui. Оно будет видео вот такого вот файла, прямо вот как я сейчас делаю, закидываете в Conf.ui. У вас получается схема с теми настройками, которая была использована при генерации конкретно вот этого вот видео. Смотрите, вот такое вот входное здесь видео было, вот такая вот женщина, и вот такое вот входное изображение. Оно крупное, естественно, оно несопоставимо с тем, что здесь есть. То есть здесь человек с ногами должен быть как минимум, чтобы все-таки как-то реализовать эту позу. Но в итоге получилось вот так. Давайте сейчас запущу, вы посмотрите на вот эту вот часть. Смотрите, вот такое вот у нас лицо. Это вот такая подрезка там еще была сделана, такие пропорции заданы. И в итоге вот такая вот поза, то есть вот такой вот крупный персонаж, там где-то руки тоже какие-то присутствуют. И, в общем, он по-крупному вот так пытается там что-то как-то двигаться, какие-то движения. А если он будет еще говорить, будет рот раскрывать там под какой-то голос, скажем, или под какую-то песню, будет тоже прикольно. В итоге вот получается вот такая генерация, если мы можем видеть уже какое-то предварительное вот такое вот состояние в латентном пространстве, пока мы еще до конца все не сгенерировали. А видно уже генерацию. Если вам что-то не нравится, вы можете на стоп нажать, там поменять настройки, заново запустить, чтобы просто не тратить время. Это очень удобно. В общем-то, вот такое вот видео у нас получается. Это без апскейла пока первая часть, а дальше у нас еще идет генерация в цикле, то есть второй там или третьей части. А детализация, кстати, вполне уже даже неплохая, даже без апскейла какого-то. Но вы можете, естественно, прогнать через апскейл, например, CDVR2. Там он специально для фотореализма, для вот таких вот видео он здорово подойдет. Друзья, вот такая вот модель One to All Animation, она, на мой взгляд, заслуживает внимания, работает достаточно неплохо. Здорово переносит как реалистичных людей, так и персонажей. И есть очень много возможностей по, скажем, поднастройке того, чтобы получить какой-то более правильный, приемлемый результат. По сравнению с популярной моделью One Animated, мне кажется, эта модель все-таки работает более точно, более качественно. Если вам в каких-то моментах, в каких-то быстрых движениях не хватает точности, вы всегда можете повысить FPS. Тем самым у вас кадров между сложными движениями, между быстрыми движениями будет немножко побольше, и в этом случае у вас эти движения будут формироваться, генерироваться более точно. На этом вам хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, я там размещаю различные новости, которые выходят. Вы можете также зайти на мой YouTube-канал, Рутуб-канал и большой телеграм-чат. Также вас приглашаю на свой Бусти, там я размещаю подробные инструкции к вот таким вот роликам, и также есть там все ссылки, рабочие процессы, дополнительные референсы, чтобы вы могли попробовать дополнительные, скажем, видео, вот как в данном случае, которые вы можете закинуть, посмотреть, как там это было реализовано, как там это было настроено. И также на Boosty я сейчас прилагаю дополнительные ссылки на альтернативные ресурсы, чтобы вы могли скачать модели помимо Hugging Face, потому что у многих Hugging Face остается заблокированным. А если вам понравилось это видео, поставьте ему лайк, напишите какой-нибудь комментарий, на Рутубе можете поставить ракету. В общем-то, на этом всем удачной генерации, хорошего настроения, всем пока.